Приветствую любителей героев. Я сделал свой утренний кофе, это значит, что пришло время поговорить про героя Меча и Магии 3. Kotaku выпустила новую версию 1.7.3. Замечу, что с последнего крупного обновления прошло менее полугода. Это действительно прогресс для команды. Надеюсь, и дальше нас будут радовать регулярными обновлениями. Так, список изменений на экране. Мы быстро пройдемся по всем пунктам, останавливаясь и давая глубокую аналитику на основных изменениях, которые здесь есть. Признаюсь честно, изначально мне показалось, что это довольно жиденький патч, но здесь есть несколько очень сильных исправлений, на которые нам нужно обратить внимание. Итак, поехали. Начнем с багов хоты, раз их сверху тут пихают. Здесь очень много исправлений, связанных с UI, Quality of Life, поведением AI, компании, дирижабли, прочий мусор. Это неинтересно. Интересны два пункта. Устранено действие на неуязвимого Каатля яда, которые могли прерывать анимацию медитации. Давайте попробуем воспроизвести этот баг. Мы прожимаем иммунитет. Мы все равно получаем урон от яда. История спадает, но у нас 140 хп. Давайте посмотрим в новой версии. Та же самая боевка. (160 хп), проживаем неуязвимость. 160. Яд не прокнул. Как видите, баг по фикшн. Бла-бла-бла. Дальше. Исправлено сбросившееся ограничение на 100 раундов боя на многих мультиплеерных шаблонов. Действительно, разработчики сломали в последнем обновлении ограничение на 100 раундов боя, и теперь его исправили. Собственно, сами сломали, сами исправили, молодцы. Дальше интереснее. Игровой процесс. Бонус к опыту обучаемости. Проценты снижены. На следующем уровне после получения продвижения обучаемости ее не могут предложить продвинуть снова. А если есть другие доступные для продвижения навыки. Обучаемость словила небольшой нерв. Что вообще означают эти проценты и к чему ведет данное изменение? Вы должны понимать, что обучаемость как второстепенный навык никогда не давала увеличения дополнительного опыта. Эти проценты вообще мало на что влияют в игре. Ключевая роль обучаемости — это бесплатный уровень, что позволяет вам выбирать дополнительный раз второстепенный навык при повышении уровня, а это в свою очередь увеличивает шансы найти магию Земли или другой второстепенный навык, который вам нужен, но обычно это магия Земли. Также бесплатный уровень дает один первичный атрибут, улучшает специализацию для некоторых героев, там где специализация зависит от уровня, ускоряет посещение библиотеки просвещения. В принципе, по-моему, все. Однако доп. Уровень также увеличивает требования к опыту для получения следующего уровня, примерно на 20%. То есть 20% один уровень, 44% второй уровень, 3 уровня разницы — это уже 72%. И, собственно, эти бонусные проценты в получаемому опыту и нужны были для того, чтобы не отставать при прокачке от героев без обучаемости. Что мы имеем теперь? Если разницу между героем без обучаемости и с обучаемостью была в 3 уровня, вот те самые бесплатные, и стремилась к 4 уровням на 30 уровне героя, то теперь разница с 3 уровней будет стремиться к 2 уровням после 10 уровней разницы. Чтобы не было так запутанно, я просто вам покажу вот наглядно разницу прокачки в стартовой и новой версии. Также обращаю ваше внимание, что если вам важно получить максимум к плюс уровню, то обучаемость стоит продвигать и экспертить в самый последний момент. Вот вам наглядная разница на новой версии Лоэнс между экспертной обучаемостью на старте и в конце прокачки. Видим 23 и 24 уровень. Еще одним важным моментом становится то, что после получения продвижения обучаемости ее не могут предложить продвинуть снова, если есть другие доступные для продвижения навыки. Это значит, что герои, которые на 2 уровне получат обучаемость, не смогут ее сразу заэкспертить. А так как обучаемость нам нужна для поиска второстепенного навыка магии Земли или других полезных навыков для ваших саппортов, то в половине случаев вам придется тратить на героя больше, чем 1000 опыта, чтобы получить максимум value от данного навыка. Какой вывод стоит сделать? Обучаемость все так же value для поиска второстепенных навыков. Она менее ценна для усиления специализации. Я бы не брал обучаемость на одногеройских шаблонах и не брал бы ее для главного героя под финалку, если есть более полезные навыки. Орлиный глаз также ослабили. Шанс изучения заклинаний перед боем орлиным глазом теперь уменьшен в 2 раза по процентам. Изучение во время колдовства противником в бою 100% гарантировано, если заклинание подходит по уровню. То есть с одной стороны мы получили дебаф в процентах, с другой стороны получили гарант, если оппонент использует заклинание и мы можем его изучить. Погнали разбираться. Ключевых моментов здесь 2. Первое — это шанс у изучения перед боем уменьшен в 2 раза.
Теперь специалисты, такие как Мальком, Саня и другие, не имеют гаранта получить всю магию противника перед боем. Даже со всеми артефактами на 20 уровне шанс будет всего 90%. Однако любой герой, даже не специалист, имеет 100% гарантированную вероятность изучить заклинание, если его использовал оппонент. Это значит, что нет смысла использовать артефакты на Орлиный Глаз или играть специалистом. Это плохое изменение, потому что убивает смысл в артефактах и в специальности. Сам по себе навык является ценным, и иметь даже базовый Орлоглаз под финальную битву очень полезно. Напомню, что Орлиный Глаз используется не только для воровства вражеских заклинаний, но и для просмотра книги оппонента, а также для защиты от воровства заклинаний оппонентом из вашей книги. Как сделать это изменение более качественным? Было бы неплохо, если бы артефакты не только давали 10% к навыку, что бессмысленно в текущих реалиях, но и повышали уровень заклинаний, которые можно украсть. Таким образом, как бы усиливали версию вашего Орлиного Глаза против оппонента. Таким образом, даже если у оппонента тоже есть Орлоглаз, наличие артефакта все равно позволяло бы вам заворовать заклинания. Специалистам тоже нужно какое-то усиление. То, что есть сейчас, это бессмысленно. Ослаблено желание AI включать режим взрыва автоматонов. AI включает его только если считает, что отряд автоматонов в ближайшее время может погибнуть. Автоматоны — это боль, их взрыв наносит очень большой урон, и игрокам необходимо было добивать отряды автоматонов, используя стрелки либо магию. Теперь же бои с автоматонами станут легче, наверное. Нужно экспериментировать, нужно проводить боевки и уже на опыте понимать, стало ли комфортнее, не так токсично или что куда. В любом случае. Как видите, стеки в 4 автоматона не включают детонацию, стеки в 3 автоматона включают детонацию, потому что Архангел шотает 3, но не шотает 4. И теперь единичка должна включить. Я так понимаю. Нет? Ей все равно. А все равно почему? Потому что Арх умрет. Да, не включает. Go next. Число гогов, адских гончих, гоблинов, орков, грифонов, гномов, ходячих мертвецов, водных элементалей в стартовых армиях увеличено. Больше мяса. Очень простое изменение. Его несложно сделать, его несложно сбалансировать обратно. Стоит отметить, что стартовую армию гречин увеличили на 20 гоблинов. Это ключевое, наверное, из этих усилений, потому что все остальное это просто усиление от Джора. Да, среднее количество гог увеличилось, то есть минимальной армии у Калха теперь не будет. Адских гонщик стало чуть больше. Остальное это усиление от Джора. Будет проще брать ульи. Я скорее негативно отношусь к подобным изменениям, потому что игра и так легкая. Зачем давать еще больше стартовой армии? Тем более это стартовая армия Калха, Фионы и Кальта. Однако то, что разработчики осмелели и начали делать подобные изменения, это, наверное, хорошо. Может быть, больше баланс приколов каких-то увидим в будущем. На шаблоне Джебус Кросс запрещен Галтран и разрешен Ранлу. О май гаш. Кого это вообще волнует? Who cares? Джебус Кросс максимально унылый шаблон, на котором Некрополис доминирует десятилетиями. В любой паре за Некрополис торги стартуют с 5000 и обычно составляют 7-8 тысяч за красный Некрополис. Галтран с новой специализацией вообще сломан, и без Галтрана есть жизнь на самом деле. Я напомню, что 11 лет назад такое изменение уже было. Играли Тантом, но любители мять булки наныли и Галтрана им вернули. Посмотрим, как пойдет сейчас. Вот вам. Изменение. Галтран запрещен по умолчанию, вместо него доступен новый герой Ранлу, и это изменение от версии 1.3.0 от 1 января 2014 года. Боже, какое было время все-таки, да? Погнали дальше. На шаблонах H3DM1, МТ Андромеда, МТ да-да-да разрешены Рион, Джем, Вердиш и Флорибер. Это палатошники, специалисты на первой помощи. В действительности оверхайп палатки специалистов по первой помощи давно прошел. Все понимают, что на зеркале намного важнее наличие магии земли. Обучаемость ускоряет получение этого навыка. А первая помощь это хорошая шутка, но она затянулась. Как бы первая помощь хороший навык. Под финалку тоже прикольный. Специалисты плохие, потому что это герои магии и... на самом деле не такие уж они и сильные. Хотя, конечно, иметь Архангела, у которого вместо не 250, а 400 единиц здоровья, это круто. Но, опять же,
Это герои магии. Для зеркала они не такие сломанные, как, например, герои с обучаемостью. Хотя, опять же, с текущим изменением обучаемости, то, что вы ее не можете лутать повторно до бесконечности, пока не заэкспертите, на зеркалках стало легче дышать. Мне кажется, по крайней мере. Тем не менее, палаточники, конечно, должны были вернуться. На шаблонах 2 SM, SM-ка, Nice Day Wonder, Skirmish — это маленькие шаблоны, запрещена Калида. Когда на больших шаблонах игроки встречаются на 15-20 уровне и разница в 2-3 уровня не имеет значения, то здесь встреча между игроками может быть на 5-7 уровне. Герой с обучаемостью действительно может задоминировать. Калида — это единственный герой со стартовой обучаемостью, которого не забанили сразу на данных шаблонах. Наверное, потому что етерики максимально мусорный магический класс. Я не знаю, что может быть хуже. Я думаю, вообще надо сделать тир-лист с классами героев и подробно разобрать, что к чему и почему еретики слабые. Калида с стартовым ускорением, с плюс 3 уровня от обучаемости, с большим шансом, с большим шансом найти магию воздуха или земли, будет тотально доминировать на таких маленьких шаблонах, как СМ-ка и так далее. Давайте посмотрим насчет изменений. И действительно, в версии 1.7.2 на шаблонах забанили всех героев с второстепенным навыком обучаемостью. Это Лоинс, Мандор, Ксидор, Ксторн, Мирист, Кальт, Кинкерия и Виктория. Кроме Калиды. Видимо, рассчитывали, что Калида и еретики ни на что не способны, но, как видите, нет. Все-таки что-то могут. Так, на этом игровые процессы закончены. Перейдем к багам. У меня есть чем вас удивить. Исправлен баг цены последнего шага героя. Теперь все модификаторы цены шага корректно учитываются при определении возможности сделать диагональный шаг по цене горизонтального. Во как. Это очень сочный баг, который подпортил нервы каждому игроку в герое. Я рад, что его исправили. В героях Меча и Магии 3 очки передвижения — это ваш самый главный игровой ресурс. И чем эффективнее вы распоряжаетесь своими очками передвижения, тем лучше ваш результат. Точка. Стоимость перемещения по горизонтали 100 единиц без дороги. И по диагонали, как по теореме Пифагора, будет 141 единица. Однако, если это последняя клетка, то вы могли совершить ход по диагонали, если вам хватает на шаг по горизонтали. То есть вы всегда могли закончить ход диагональным шагом. Всегда, но не на местности со штрафом, такой как болото, снег, пустыня, камни и теперь пустошь. Это работало, даже если вы находились на дороге, даже если у вас был поиск пути, даже если у вас были только родные войска для данной местности. То есть дело не в штрафе, а в типе местности. Это очень раздражало и иногда приводило к порванным цепям, либо к тому, что герой не восполнял ману, не дотягивался до города и так далее. Теперь все работает вне зависимости от местности, и это классно. Исправлен баг колдовства палача верховными джинами. Теперь корректно учитывается наличие врага живых отрядов, подверженных продвинутому палачу. Палач в целом очень слабое заклинание, но теперь хотя бы будет работать корректно с верховными джинами. Я лично не сталкивался. Если вы использовали палач, напишите об этом в комментариях. Как ваш опыт? Еще несколько изменений в графике, в редакторе карт, редактор компаний, редактор шаблонов. Ну, редактор шаблонов, спасибо, это очень полезно. Интерфейс. В окне просмотра монстров на карте добавлена информация об их уровне и типе атаки. Теперь можно видеть уровень существ и их тип атаки. Если вы совсем новичок и не знаете, кто такие охотники за головами, вот вам подсказка. Спасибо. Теперь в кузнице можно открыть окно свойств боевой машины правой кнопкой. Это вот так вот выглядит. Не замечал, что раньше этого не было. Очень полезно. Окей. Прочее. Добавлены 4 новые карты. Пум-пум-пум, пам-пам-пам. Ребят, хочу поиграть какой-то интересной сингл-карты на стриме. Если можете порекомендовать в комментариях, главное, чтобы она была в паке Хоты, доступна по умолчанию. И Парагон не предлагать. Исправление. На этом все. Мой кофе уже остыл, так что берегите себя, своих близких. Увидимся.